Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, подписки, комментарии, поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. Узорчики с такими ниточками есть на канале, даже с такой палитрой. Ну и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу не только такую, которую показываю я, а любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальны, поэтому вяжите из любой пряжи, из летней, из демисезонной и зимней. Один и тот же узорчик смотрится по-разному из разной пряжи. Ну, а я расскажу новичкам, кто еще с такими ниточками не работал, что это за пряжа. Смотрите, называется она Alize Angora Gold. Идем дальше. Моточек 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. Сразу называю цвет, пока не забыла. Цвет 842. Дальше состав. Это 80% акрил, 20% это шерсть. И нам советуют производители брать крючок от 2 до 4. Я данную пряжу вязала крючком номер 3. Поэтому я сегодня беру крючок номер 3. Вы берете свою пряжу. Точно так же читаете аннотацию к пряже и правильно подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка, как по мне, немножко мутноватая, но в принципе читабельная. Мы с вами договаривались, если схемка хорошего качества, я ее прикладываю. Если плохого качества, то я, естественно, не прикладываю, не заставляю вас сломать глаза. Угу. Итак, кто умеет работать по схемкам, смотрите самостоятельно, провязывайте. Кто не умеет, повторяйте за руками, но обязательно сравнивайте все элементы, которые мы вяжем, как они отмечаются на схемке. Так вы быстрее научитесь работать со схемками самостоятельно. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 16 петелек. Я наберу 2 раппорта, они такие большие, да. Получается 32 воздушные петельки и по одной петельке по бокам. Получается 32 плюс 2, 34 петельки я наберу, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Вы увидите. Итак, я набираю 34 воздушные петельки, а вы набираете столько, сколько вам будет необходимо. Для начала все как всегда. Делаем петельку фиксации и при наборе петелек данную петельку не считаем. Теперь я набираю 34 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Вот моя цепочка, мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, я рекомендую новичкам сделать вспомогательный ряд, ну, чтобы мы в воздушных петельках не запутались, а вспомогательный ряд будет состоять из столбиков с накидом, мы в столбиках точно не запутаемся. Итак, новички, повторяйте. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид в 5-ю петельку, нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Первые 3 петельки это имитация столбика с накидом. Дальше накид. В следующую петельку по порядку нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Накид. В следующую петельку по порядку точно так же нырнули и провязали столбик с накидом. Наша с вами задача вот так вот пройтись по всей цепочке и каждую петельку цепочки провязать столбиками с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть равно количеству петелек, которые вы набрали в цепочке. Например, у меня это 34 воздушные петельки, значит по итогу получается 34 столбика с накидом. Ну, у вас, конечно, может быть свое число, да? И смотрите. Первые 3 петельки подъема это имитация столбика, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Угу. И в конце ряда встретимся. Договорились? Несложно. У вас получится. Давайте.
Так, смотрите, вот провязали столбики, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь по порядку в каждый столбик. Вот мы первый столбик, получается, провязали. Вот второй столбик. Нырнули во второй столбик и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2. Накид. В следующий столбик опять провязали столбик с накидом. И в следующий столбик еще раз провязали столбик с накидом. Итого мы провязали 3 столбика с накидом. И вместе с 3 петельками подъема, это имитация столбика, у нас по итогу получается 4 столбика. Так мы будем начинать каждый ряд. И так будем заканчивать каждый ряд. Несложно. Дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Теперь внимательно отсчитываем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. Вот пятый этот столбик. Нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик с накидом. Раз, накид. Сюда же опять столбик с накидом 2. Накид. Сюда же столбик с накидом 3. У нас получился вот такой вот маленький веерочек. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. В следующий по порядку столбик нырнули и провязали точно такой же маленький веерочек, состоящий из 3 столбиков с накидом. Раз. Накид. Сюда же столбик с накидом 2. И сюда же опять столбик с накидом 3. И у нас получился еще один такой маленький веерочек, и между ними маленькое окошечко. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять считаем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. То есть 4 пропустили. И в пятый провязываем столбик с накидом. Раз. Следующий столбик. Столбик с накидом 2. И в следующий столбик. Столбик с накидом 3. Все. Мы провязали наш раппорт узорчика. Дальше будет повторение. То есть вот мы убираем первые 3 петельки подъема, да, и начинаем. 3 столбика, 3 воздушные, веерочек, окошко, веерочек, 3 воздушные, 3 столбика. Справитесь самостоятельно. Повторите все то же самое до конца ряда. Ну и смотрите на схемку, и у вас получится. Давайте попробуем. Давайте, встретимся в конце ряда. Итак, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Так, вот мы с вами закончили на 3 столбиках. Раз, два, три. А дальше вы провязывали сами. Раз, два, три. 3 воздушные петельки, веерочек, окошко, веерочек, 3 воздушные петельки и 3 столбика с накидом. Получилось? Надеюсь, получилось. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот у нас здесь 3 петельки подъема. Делаем накид. И аккуратненько в 3-ю петельку нырнули. И провязали столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Все ровненько, аккуратненько. Дальше идем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Как я и говорила, мы начинаем и заканчиваем одинаково. То есть сейчас мы провязываем 3 столбика. Раз, два, три. Поняли, да? Итак, накид по порядочку. Столбик с накидом 1. В следующий столбик. Столбик с накидом 2. И в следующий столбик. Столбик с накидом 3. Так, здесь несложно, здесь все понятно. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Дальше, смотрите, перепрыгиваем вот на наши веерочки, там, где были 3 столбика. И над каждым столбиком провязываем столбик с накидом. Раз столбик с накидом. Следующий по порядку. 2 столбик с накидом. И следующий по порядку. 3 столбик с накидом. Здесь понятно. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь шагаем вот в наше окошечко между веерочками. И в это окошко нырнули и провязали 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Вот. Опять сделали такой вот небольшой веерочек. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять провязываем вот эти наши 3 столбика веерочка предыдущего ряда. Точно так же над столбиком столбик. Раз столбик с накидом. Следующий.
2 столбик с накидом. И следующий 3 столбик с накидом. Вот такая картина у вас получается. Дальше опять делаем маленькое окошечко, 2 воздушные петельки и переключаемся вот на наши 3 столбика и заканчиваем раппорт. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Все, мы с вами провязали, получается, наш раппорт узорчика. Дальше повторение. Опять провязывайте 3 столбика, окошечко из 2 воздушных петелек, 3 столбика, 3 воздушные петельки, маленький веерочек, 3 столбика с накидом. Здесь получается у нас опять 3 воздушные петельки, 3 столбика, 2 воздушные петельки, 3 столбика. Смотрим на схемку, повторяем все, что мы с вами уже провязали, и встречаемся в конце ряда. Давайте попробуем. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали самостоятельно. Надеюсь, у вас все получилось. Итак, вот такая картина у нас получается. И как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же, как и предыдущий. Вот мы провязали 3 столбика. Теперь делаем накид. И там, где были 3 петельки подъемом предыдущего ряда, мы провязываем в 3-ю петельку столбик с накидом. Все. Наш ряд закончен. Все ровненько, аккуратненько. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Опять провязываем наши 3 столбика. 1, 2, 3. Тут без изменений, тут мы уже все знаем. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2 и столбик с накидом 3. Есть. Вот вместе с первыми 3 петельками подъема по итогу 4 столбика, да? Идем дальше. 1 воздушная петелька. Теперь смотрите внимательно. Накид. Там, где у нас были 3 столбика, смотрите, как мы их провязываем. Итак, сделали накид. Взялись за верхушечку первого столбика, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке, не провязываем. Накид. За второй столбик точно так же взялись, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке, не провязываем. Накид. Третий столбик. Точно так же взялись за верхушку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. А вот теперь все 4 петельки провязали вместе. Оп. Видите, как у нас получился? И вот с самого основания у нас как бы лепесточек такой вырос. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь смотрите внимательно. Перепрыгиваем наше окошечко. Вот там, где у нас были 3 центральных столбика. Беремся вот за первый столбик, ныряем в верхушечку и провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же. Второй столбик с накидом. Сюда же. 3 столбик с накидом. У нас сформировался вот такой вот, веерочек, назовем его. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 1 столбик пропустили. И за последний столбик, за третий, за верхушечку взялись и провязали точно так же 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. То есть вот такая вот картина получается. Дальше опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот наш лепесточек, да, который растет. Сейчас мы провяжем все 3 столбика вместе с общей верхушкой. Итак, накид. За первый столбик взялись, вытянули ниточку. 2 петельки провязали, стоп. Держим на крючке, не провязываем. Накид. За второй столбик точно так же взялись, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Держим на крючке. Накид. За третий столбик точно так же вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И только теперь все 4 петельки провязываем вместе. Оп. Еще один листочек у нас получился, видите? Вот так вот, если посмотреть, вот такие вот листочки. Дальше 1 воздушная петелька и переключаемся вот на наши столбики. Провязываем 3 столбика с накидом. 1, следующий столбик, 2 и следующий столбик 3. Все. Вот наш опять раппорт узорчика. Мы провязали. Дальше будет повторение. Поэтому попробуйте провязать самостоятельно. Смотрите на схемку. Если что, перематывайте видео немножко назад. И до конца ряда самостоятельно. Договорились? Давайте в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда. Надеюсь, у вас все получилось.
И заканчиваем ряд точно так же, как и все предыдущие. После 3 столбиков с накидом делаем накид и в третью петельку подъемом предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Все ровненько, аккуратненько. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И опять провязываем наши 3 столбика. Столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. И столбик с накидом 3. Все, тут без изменений, тут вы уже самостоятельно справляетесь. Далее, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь мы перепрыгиваем наш лепесточек сразу же вот на эти веерочки. 1, 2, 3. Итак, в первый столбик нырнули, провязали столбик с накидом 1. Во второй столбик столбик с накидом 2. И в третий столбик столбик с накидом 3. Есть. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Перепрыгиваем вот наше центральное, получается, окошечко между веерочками. И сюда в это окошечко провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И перепрыгиваем опять на наши 3 столбика и провязываем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. И перепрыгиваем наш листочек сразу же вот на наши столбики. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. По итогу вот что у нас получается. Если внимательно присмотритесь, вспомните, что мы так уже провязывали. Видите? Вот наш второй ряд был точно такой же. Видите? Вот наши столбики. То есть вы повторяете точь-в-точь второй ряд. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встретимся. Так, надеюсь, вы самостоятельно справились. Тем более мы такой ряд уже провязывали. Вот у нас по итогу получается. Заканчиваем мы ряд точно так же, как и все предыдущие ряды. То есть мы после 3 столбиков провязываем в третью петельку подъема предыдущего ряда столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Опять 3 петельки подъема. Поворот. Опять наши 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И теперь 1 воздушная петелька. Дальше вот наши 3 столбика. Мы их объединяем в лепесточек. Вот как в этом ряду. Точно так же 3 столбика провязываем с общей верхушкой. 1. Второй столбик. 2. И третий столбик. 3. Все вместе провязали. Вот еще один лепесточек. Видите? 1 лепесточек, 2 лепесточек. Листочек, лепесточек. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот там, где у нас был центральный веерочек, за первый столбик провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И за третий столбик, второй перепрыгиваем, за третий провязываем точно так же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вяжу быстро, потому что мы с вами этот ряд уже провязывали. Если внимательно посмотрите, так, то вот наш третий ряд, когда мы делали листочки, мы его уже провязывали. Поэтому вы можете спокойно повторять. Дальше, после наших 3 столбиков мы делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот наш листочек довязываем. То есть 3 столбика с накидом с общей верхушкой. 1, 2, 3. И теперь все вместе. 1 и провязали. 1 воздушная петелька и перепрыгиваем на наши столбики. 1, 2, 3. И дальше до конца ряда повторяете все, что мы с вами провязали. То есть, если внимательно посмотрите, то вы увидите, что мы будем повторять 2, 3. Видите? 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 ряд.
То есть получается сам по себе узорчик 2 ряда. И по итогу получаются вот такие интересные листики. Все, и несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, а потом еще увеличим наш образец в несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво и симпатично. Встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот по итогу какие получаются интересные листики. Они у меня смотрят вверх. Не забывайте, что вы в любом случае можете узорчик перевернуть, и листики будут у вас смотреть вниз. Видите? То есть в зависимости от того, какое у вас будет изделие. Может быть платьишко, может быть кофточка, может быть шарфик. То есть вы можете сделать, например, шарфик из 2 половинок, и 2 половинки у вас будут листики смотреть, например, вниз, да? Нет, это может быть блузочка, маечка, листики будут смотреть наверх. Когда поймете принцип узорчика, количество столбиков здесь можете тоже регулировать. Можете делать больше, да, то есть не 6, а, например, 10, там 12. Можете, наоборот, меньше, 3, 2, 1, то есть, опять же, на ваше усмотрение. Узорчик совсем не сложный. Узорчик, вы поняли, да, двусторонний. Выбираете любую сторону, и такая сторона, которая вам нравится больше, она у вас будет лицевой. Вот такая красота. А вы мне обязательно спросите: Оля, краешек волнистый, как нам его выровнять? Угу. Будут же вопросы такие, я знаю. Смотрите, там, где у нас получается как бы волна, назовем, да, низ волны и верхушка волны. Низ, верхушка, низ. Там, где низ волны, мы провязываем столбики с накидом. Чем выше мы поднимаемся, тем столбики у нас должны быть меньше. То есть столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбики без накида. Дальше опускаемся, полустолбик с накидом, столбики с накидом. И здесь у вас столбики с накидом. За один ряд вы не выровняете, конечно, у вас все равно волна сохранится. Но за второй ряд вы обязательно все выровняете, и краешек у вас будет ровный, если вам необходимо. Если, конечно, вы перевернете вот таким вот образом, возможно, вам волнистый краешек как раз будет на руку. Просто сделайте обвязочку столбиками без накида, либо рачьим шагом на ваше усмотрение. Вот. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я, получается, сегодня набирала 34 воздушные петельки. Ну, допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок. У всех все по-разному. То есть, как бы вы не сильно ориентируетесь, да? То есть, у вас может быть другая пряжа, другая плотность вязания, другой крючок. У меня вот 19 сантиметров. И здесь, получается, провязывали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. Это узорчик. И первый, самый наборный ряд. Давайте самая нижняя точка померим, сколько это. Это получается 9,5 сантиметров. И самая высокая точка. Это получается 11 сантиметров, ну там 11,2, например. Вот так вот. То есть вот из моей пряжи, моей рукой получается так. У вас может быть больше, повторюсь, может быть меньше. Все зависит от вашей пряжи, от вашего крючка, от плотности вязания. Из моей пряжи тянется вот так. И тянется вот так. Ну, то есть, в принципе, хорошо тянется, нужно при этом учитывать, да, когда вы будете вязать изделие. Вот такая красота. Несложная, но очень красивая. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.